Всем привет, вы на канале SotsArt, меня зовут Сергей, и сегодня мы поговорим с вами о CTR. Итак, давайте обратимся к Артуру, что же он нам покажет и расскажет про CTR. Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу, что это такое CTR для значков видео. CTR вообще это такая штука, вот у вас есть куча рекомендаций, да? У вас превьюх куча там сверкает, все блистает, и так далее, и вы видите какую-то одну превьюху, которая вам чем-то запала в душу, не знаю, там красивая, вызывающая, не знаю, чувак сломал все тело нафиг и умирает, и вы такие, надо посмотреть. И заходите, короче, вот это называется CTR, то есть это засчитывается процент, когда из общего количества показов вы переходите на определенное видео, и это засчитывается за какой-то процент. И сегодня на моем канале я покажу по примерам 5 рубрик. В каждой рубрике возьму по одной превьюхе, да, из последних видео. И посмотрим количество показов вообще, какое у меня было этих превьюх. И также процент CTR людей, которые перешли посмотреть мое видео. Так, давайте начнем с первой. Первая рубрика — это у меня трансформации. Я взял последнее самое видео на моем канале. По CTR для значков видео у нас 10,3%. И показов 300 тысяч. То есть, 300 тысяч это неплохо, в принципе, для последнего видео. Следующее видео — это чат-рулетка у меня. CTR для значков видео 9,4%. И показов было 307 тысяч. То есть, сравните, рулетка раньше вышла на неделю, А трансформация вот эта 300 тысяч набрала за одни сутки, можно сказать. То есть, сравните. Следующее видео — это просто, спортивный контент. Смотрите, CTR для значков видео 6,4% и показов 368 тысяч. Неплохо, в принципе. Следующее — это девушки оценивают у нас 8% CTR и показов 565 тысяч. Ну, вообще огонь, да? И следующее, последнее видео, это у нас разоблачение было. CTR для значков 7% и показов 1 800 000. 1 800 000. Это охрененно. И сколько у нас просмотров, интересно, на этом ролике? 164 тысячи просмотров. То есть, представьте, показов 1 800 000, просмотров 164 тысячи. Соотношение не очень, да, скажем? Такое себе. Спасибо, Артур, мы увидели очень классные показатели. Итак, для чего вы делаете превью? Превью вы делаете для того, чтобы среди всей конкуренции, которая есть на YouTube, среди всех значков видео, человек кликнул именно на ваше видео. Таким образом, YouTube дает вам понимание того, что у вас есть конкуренция, и у них сделаны качественные превьюшки, то есть качественные картинки, которые привлекают внимание, и вам нужно делать то же самое. Вам нужно создавать ваши превьюшки, которые отличаются от общей массы ваших конкурентов, для того, чтобы именно на ваше видео кликнули. Итак, каким же образом алгоритм YouTube подбирает аудиторию под ваш значок? Все довольно просто. Алгоритм YouTube подбирает под вашу превью определенную аудиторию, которая может заинтересовать ваш контент. То есть, если вы делаете спортивный или игровой контент на такую же спортивную аудиторию, кому может понравиться ваш контент, этот значок и будет появляться в разных местах. Итак, когда же YouTube засчитывает вам показ вашего значка? Когда ваш значок появляется в трендах, когда ваш значок появляется на главной странице YouTube, когда он появляется в подписках, когда он появляется в рекомендациях, также YouTube учитывает показ вашего значка, когда он появляется в плейлистах. Я провел такой эксперимент. На некоторых наших видео я менял превьюшки для того, чтобы посмотреть, как CTR изменится от того или иного значка. Какие у них были конкуренты в это время и что я выяснил. Да, показатель CTR от превью очень сильно меняется и иногда не в лучшую сторону. Почему так происходит? Потому что вы находитесь в конкуренции, то есть вы всегда конкурируете с другими каналами. Некоторые видеоблогеры свои превью не делают сами, они заказывают их у определенных людей, которые умеют делать красивые и качественные превью. Естественно, у них CTR будет выше. Но так ли это? Я все превью делал сам, и некоторые из превью я менял прямо в день выхода видеоролика. То есть превью находилось на видеоролике где-то пару часов,
я его менял и смотрел, как показатель CTR изменится. И что же я выяснил? Я выяснил, что показатель CTR иногда очень резко падает, когда вы меняете превью в тот же день, когда у вас вышло видео. Дайте показателю восстановиться, дайте ему денек, чтобы показатель CTR выровнялся, и тогда уже смотрите на показатели. Если он больше 10%, это очень классный показатель. Если у вас показатель меньше 6%, то вам нужно поменять ваше превью. Если вы сняли действительно классный, интересный видеоролик, и единственное, что мешает ему попасть в тренды, это CTR, то, естественно, вы должны вложиться и купить у какого-то профессионала, чтобы он сделал вам качественное превью. Тогда вы сможете повысить ваш показатель CTR и получить больше просмотров от YouTube. YouTube засчитывает просмотры только тогда, когда этот значок появлялся именно на сервисе YouTube. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на нас в Инсте. И всем удачи и хорошего настроения.